Ну, неудобно. А гонка на 4 это вообще жесть, что не передать словами. Как дела, он спрашивает. Раннер, как у вас дела, чат? Спросил. We were playing on the same patch. We were doing what was called a package percent. It was the first category. Today we're upping the game. We're going В one прошлый раз more они играли milestone package in, percent, был and with a сегодня twist, we're doing it 2Package in half the time. percent. So, without further ado, Вот I они think we need to count оделись off. тематические под строителей. Ready? All right, count me down. Кауч будет поддерживать, и он поможет посчитать. 3, 2, 1, погнали. Начинаем с Satisfactory. Это игра, где нужно строить фабрику. Поднимаем вещи, пока бежим. Сейчас расскажут, как работает мувмент здесь. У нас есть скольжение, то есть мы подкат делаем, это быстрее передвигаться. Поднимаем материалы на земле, потом будем их смешивать. Биомассу какую-то поднимаем, плюс трава. Позже мы что-то продавать будем. Мы играем на пассивном режиме и можем поэтому манипулировать с врагами. Ну, видимо, они попроще из-за того, что пассивный режим. Поэтому манипулировать будем с животными. Тут враги есть. So I'm also trying to set up this hotbar as fast as I can because I'm going to need that for not having to menu later while I'm actually building the factory. Он по пути выставляет еще на горячие слоты, наверное, то, что крафтит, чтобы потом не заниматься этим. То есть он параллельно бежит, собирает, наверное, крафтит, и еще на горячие слоты выставляет то, что скрафтил. Либо просто выставляет, чтобы уже здесь просто поставить. Это первая фабрика, в которой мы поставим. Мы не будем делать input с этими машинами, будем делать glitch. Первая цель, которую нужно достигнуть. This is our good friend Ada giving us voiceover. Yes, we love how much she contributes. She's what keeps you all on task ultimately. When I can't be here. Отошел на 2 секунды и уже все. Уже непонятно, что происходит. В общем, строим маяки, говорит голос андроида, биконы, маяки. И тут есть исследования, мы будем исследовать всякие вещи. Мы снизили патч, то есть у нас не последний патч в игре, чтобы гличи работали определенно. Он обманывает машину, то есть у него есть рецепт, но недостаточно ресурсов, и он за счет глича делает бесконечное количество ресурсов, если у него есть нужный рецепт. Получается, вот этот патч позволяет это сделать. In this situation, though, the thing that Epiphany is doing is what we call the 007 glitch, named because it basically requires 0 inputs and essentially 0 energy, and was discovered on patch 7, hence the name. And the way it works is when you first open the menu, you can copy settings even when you haven't set anything up yet, and it copies sort of like the null settings state for that machine. If you then take those settings and paste it on another machine that's already producing, it puts it in this weird limbo state where it kind of thinks it's producing, but it isn't. If at that point you then select something for it to produce, even though the machine has no inputs, it just starts producing it anyways, for free. That's part one. The second part is that you also want to be able to overclock it, make it go faster than normal. Он очень много терминов говорит, и то, что вообще непонятно, если не играл в игру. В общем, он построил машину, и она в каком-то типа в лимбо находится, но она как бы не производит, но она на самом деле производит. И из-за того, что ты не видишь то, что она производит, но она производит, она не тратит никакие ресурсы. И он там назвал название этого трюка.
researching something called alien DNA, which is going to allow us to basically produce as much money as we want, which we're going to be using to buy parts for building the factory later. 'Cause I Вот don't мы wanna do it тоже будем myself. делать бесконечное количество денег каким-то образом, и это позволит нам покупать потом Alien DNA, то есть ДНК инопланетян. Вот, что-то с этим связано, у нас будет какой-то трюк, видимо, с бесконечными деньгами. И эти деньги нам нужны, чтобы потом покупать. You can't see it because it doesn't fit on my head. My brain is a little bit too big, unfortunately. Комментатор шутит над раннером, говорит: я не вижу у тебя защитного шлема на голове. Как так может быть? Он говорит: у меня нет защитного шлема, потому что у меня слишком большая голова. И он бы мне не налез. Вот. Слишком умный раннер. And tearing it down to take all the equipment and the pieces inside. So these machines have all been producing things for the last 2 or so minutes, and I want all of that. 2-3 минуты еще будет производить эти заводы ресурсы. Ну, в игре электричество нужно, то есть мы ставили биконы, маяки. Это, наверное, производители электричества. Либо, может быть, они как проводники служат, чтобы подключать заводы к электростанции, как электростолбы. Ну, маяки вот служат чем-то таким. И вот, когда мы нажимаем кнопку, это отправка, скорее всего, ресурсов. Ну вот, как в чате сказали, нам нужное количество ресурсов нужно отправить, чтобы дойти до тир 2. У нас есть временное ограничение до того, как мы сможем следующий отправить. Поэтому пока ждем. Вот, да, мы капсулу отправляем с ресурсами. Это, наверное, была первая посылка, первая капсула. И пока она не отправится, у нас будет небольшая пауза. Нифига себе, как это выглядит необычно. Он бросает, и автоматически выстраиваются заводы. Originally shown in a 3-package % run. Now, back when it was first discovered, the 3-package % run took about 4 hours to complete. Другая категория 3 подсылки процент занимает 4 часа. Severely undercutting every other run that had been on the docket so far. В отличие от этого рана. Dropped that in, but then also in the run explained this glitch and took a bunch of time and effort to make it so other people could jump in and do the same. Never submitted any other runs before or after that, and as far as we can tell, has never submitted any other run for any other game. So literally just kind of appeared out of the ether, submitted this super helpful bug for everyone else to use to make the game run so much faster, and then just kind of vanished again. Ну вот вы поняли, да, он просто собирает ресурсы, строит много количества заводов за счет глитча, то что он может сделать так, чтобы, я так понял, вложить один вариант ресурсов, но на выходе получить больше товара за счет глитча. И вот он просто их мультиплицирует, чтобы быстрее они произвели. И после этого он отправит посылку, когда это все будет готово. Но я не знаю, что там в 3 посылках категории. Возможно, да, в таком темпе. Но, возможно, там другие ресурсы требуются, и заводы будут немного отличаться. Но если до 2 посылок столько заводов нужно, я не представляю, сколько нужно заводов для 3 посылок. Факторио тоже там большие базы для ускорения добычи и производства. Скорее всего, тут тоже используется сид, то есть это случайно сгенерированная карта, значит. И для того, чтобы ран был стабильный и честный для каждого раннера, они, скорее всего, используют заранее сгенерированную карту. И всегда бегают на одном, как в Факторио, потому что случайность очень сильно меняет стратегию. Вот он прыгает между заводами и собирает ресурсы готовые. Small period of time that it runs at full power. So if you are too fast and you enable machines too quickly,
it can cause your grid to get overrun because the grid is not set up to actually be able to power this many machines. It's just enough to cover them with the glitch. So. Yep, so we're going to go around here and toss in У нас недостаточно энергии для того, чтобы покрыть всю область заводами, но за счет глича как-то он так делает, что электричества хватает. Вот в чате говорят, карта не генерируется, значит тут нет сида. Факторию иначе чуть-чуть. Там вот именно используется сид. Fixit strongly recommends the use of donations in aid to fight against cancer. Good luck on the run, Epiphany. I'll donate another $25 for a bean bounce. I think you're required to by the user guidebook to do that bean bounce now. $25 more towards cancer research if you could. When we have time. Вот, закидываем ресурсы. Do we have one right here on the couch with us? Они производят нам товар, ну, что-то производят, то, что нам нужно отправить в посылку. Satisfactory prize package that you can be entered to win with a large enough donation. T-Pat, how much is that, if you could remind us? Ooh, give me a moment to look that up. But tell us more about these amazing plushies. Вот он еще берет завод и заново его ставит, и что-то делает со столбом. Пока что я не понимаю, что это значит. Может быть, он так обманывает, что электричества, чтобы хватило. Опять закидывают ресурсы. Опять же говорю, что мы используем не последний патч, чтобы тут гличи, которые он делает, работали. Ну вот на столбе электричества, да, я понял. I think Senta is actually taking notes behind the stage right now on the prize bundle. It is a $50 donation, and it's the whole bundle. So it's all the plushies and the t-shirts and everything. Да, правда. Человек не сможет, если не будет электричества. Но он может спидранить. Человек, спидранер, может спидранить без электричества, но будет гличи, трудно. Complete the factory that we're going to need for this first package here. So again, as a bit of a reminder, in SGDQ 2022, прыгаем, собираем ресурсы между заводами, и мы идем, наверное, отправлять товар. Мы ставим, наверное, это капсулу отправления, закидываем туда всякие ресурсы. Да, это, наверное, капсула, которая полетит в космос. А мы вообще за человека играем в этой игре? Я видел костюм. Ну, наверное, это человек. Может быть, это вымышленное существо. Суть рано отправить две посылки. Мы собираем ресурсы, чтобы отправить посылку. Сначала одну отправили. А, это магазин был. Ну вот мы купили ресурсы, поставили в магазине. Для этого деньги мы получали. И скоро будем отправлять капсулу. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, 2 уровня лифта. Я не знаю, что будет после 2 посылок. Вот. Поэтому предполагаю. Ну, как бы там, наверное, не 2 посылки, а 2 тир, тут в чате сказали. Does that cost more or less than the traditional EV pets? I'd say it's about similar. They're both very Вон как раннер быстро управляется, действительно, даже персонал не нужен. Ну, в кооперативе было бы побыстрее. Наверняка есть кооп-раны. Я по факторию не видел кооп-ран. Там, по идее, можно и одному, но здесь, наверное, было бы веселее вдвоем. Потому что очень много именно руками собирать надо. Ну да, тут, наверное, тоже конвейеры есть. Я видел на трейлере, что тут есть конвейеры в игре. Вот, скольжение, прикольный навык. В большинстве шутеров уже можно увидеть подобный трюк, что мы юзаем подкат.
дает множество возможностей для спидранов. Если есть подкат в игре от первого лица. Вот мы ставим опять магазин. Мы его, наверное, вырубаем, чтобы электричество он не забирал. We're just going to go ahead and put this space elevator on top of a pine tree. That's one of my favorite places in the world. Он говорит, это его любимое место, где он ставит лифт, Space Elevator. Он всегда его там ставит, ему вот это место нравится. И вот мы отправляем посылочку. So the reason we didn't submit base building earlier is because it has a 2-minute return time, and that actually ends up being much more useful here, where we're going to be making one more milestone to finish this run. Еще одну цель нужно выполнить для завершения рана. Какую-то. Normally you're supposed to make a few hundred on your own. Instead, we're going to buy all of the ones that we need and then make like 12. It's very good use of your employee benefits package using the awesome shop there. Thank you very much. And how many more rotors are we going to end up needing? I believe it's usually around 8? It's around 16. Around 16? Like that, yeah. Off by 2x there. Fortunately, by the time I'm done setting up these machines, we'll probably... Уже overestimate. Что он не так сделал в ране? Он же все быстро делает. I love the background music in this game. И я могу предположить, что тут нет RNG. It feels great to play and it sounds great just to be in. Чат, что он сделал не так? Почему он опаздывает? Здесь же нет RNG. Или есть? Satisfactory has that terrible thing where it convinces you that you're having a good time and at peace, and then all of a sudden it's 4 in the morning. Мы собираем ресурсы все еще. Это то, что я понимаю. Что он делает? Он собирает ресурсы из этих заводов. Maximum underdrive. Do you think we have some time for some more donations? We always have time for donations. $50 from Sayan. Время для донатов попросили, чтобы назвали донаты. Говорит донатер, это круто. Это крутая игра. Эта игра крутая. Включаем электричество на маяке, и у нас заработает завод. $50 you're entered for this amazing Satisfactory prize package. So you're doubling up there, you're helping the marathon, you're adding to it, and you have a chance to win amazing things. I think we got time for another donation. Of course, we got $50 from Wolf, who says, "Love the runs." $5 донат. Satisfactory. So I am hyped for this run. Love to hear the. Донатер говорит, он в таком хайпе от этого рана, он его так долго ждал, потому что он очень много времени провел в этой игре. Поддерживает всех. Раннера, марафон. I'm always mind blown, and in 2 years the progress that has been made is sincerely incredible. 2 years ago, Epiphany, how long would 2-package percent have been? 2-package was, I had just gotten it to 58 minutes. 58, and that was a huge achievement. Yeah. Комментатор сейчас говорит, комментатор Раннер говорит, что мы такую работу большую проделали в течение вот какого-то времени уже по поводу этой категории. Раньше этот ран длился 53 минуты, сейчас он длится меньше. То есть вот с 53 минут они смогли дойти до пока что 17. Гордиться их достижениями, ну, комьюнити, что вот они смогли много сократить времени. $250 донат. Тысячи, сотни часов провел донатер в игре, она невероятно хорошая. Ну, подобные игры, да, они очень много времени забирают. Ну, то есть они затягивают. Если кто-то вот любит подобные игры, там, Factorio, Satisfactory, или просто симуляторы строительства фабрик, какие-то экономические, возможно, в эту категорию можно добавить игры. Эти игры всегда много времени затягивают сильно. Я в Factorio тоже много часов провел, раза 4 игру прошел. Как в кооперативе, так и один. Прикольная игра. Там всякие обновления еще выходят. Раньше, допустим, если вот про Factorio говорить, система
Паровая была в одном виде, сейчас она отличается. Подача угля иначе работает теперь туда. И это тем самым меняет. Раньше, допустим, бутылки технологически делались одним образом, сейчас они делаются иначе. Игра стала сложнее и дольше. Ну, то есть, мета, как будто, если, допустим, назвать это слово мета. Вот, мета изменилась, все, игра изменилась. Просто формула сильно поменялась, производство. Поэтому игра, она обновляется, когда очень много что меняется, и это прикольно, можно заново почувствовать игру. Я тоже не понимаю, почему заявлен 14 минут Estimate, если тут я не особо вижу RNG. То есть что-то не так получилось. Может быть, какой-то глич есть, который у него не получился, и он одноразовый, и ресетнуть нельзя. Но тогда Estimate должен быть больше. Пока что я не понимаю. Может, чат понимает, почему у него уже 20 минут? Part of your employee benefits package, of course. You get time in the sanctuary. I mean, I see thus far we're already at $544,991. Ну, он увеличивает производство и собирает ресурсы пока что, ничего такого. То есть он просто расширяет производство, чтобы больше производить. Ну, и заводы, наверное, разные еще, разные ресурсы производят. Ну, в чате сказали, что тут нет сюжета, тут бесконечно возможна игра. I just saw a $100 donation came through. So, T-Pat, how much are we at now? In total? Yes. $545,000 for the Prevent Cancer Foundation. You love to see it. Good work, team. All right, time's coming up. And yep, as soon as I pull this lever to the bottom part at send, we are at time. Запечатать сил. И... Это вторая посылка. Time. И время. Когда появляется слово «отправить», «send». О, он смайлики может делать. Он сердечко сделал, видели? Поаплодировать может еще. Прекрасный ран, ну да, не играя трудно понять, что происходит. Ран впечатляет людей, которые помогали ему в течение этого рана. You both broke laws in the employee handbook and the principles of science that you've produced something out of nothing, but the efficiency's there, so you get a pass from me. Job well done. All right, that should be all from us. Yep. Yeah, thank you. Thanks, team. Bye.